Ох уж эти женщины. Все не любят подарки, сюрпризы какие-то. Иногда что ни подари, все мало. А другая, даришь, ей ничего не надо. Очень часто говорят о том, чтобы помириться, найти путь к сердцу женщины через подарок. Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то женщину можно влюбить в себя красивым ухаживанием, романтикой и подарками. Так ли это на самом деле? Здравствуйте! С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Есть мнение, что много денег не бывает. Большинство проблем можно решить с помощью денег, финансов, подарков. Но, тем не менее, мы рано или поздно сталкиваемся с теми случаями, когда решить ситуацию с помощью финансов невозможно. Это такие ситуации, когда они чаще всего касаются семейных взаимоотношений, родители, дети, муж, жена, отношения между близкими людьми. То есть если в бизнесе, на работе, с соседями, с друзьями много вопросов можно решить с помощью денег, то именно в семейной жизни возникают те самые моменты, когда мы не можем решить ситуацию с помощью подарка или какого-то финансовой инвестиции. Поэтому подарки не всегда уместны. Тем не менее, когда вот какая-то ссора случилась, разлад, имеет смысл что-то подарить. И здесь важно, что подарить. Да? Если отношения только начинаются, то мы всегда дарим что-то очень красивое и приятное. Цветы, какой-то мишка плюшевый. Ситуация совсем что-то не то, когда супруги более 10 лет в браке, им уже около 40 лет, и муж спрашивает, может ей там мишку плюшевого подарить. Это не совсем корректный подарок. Одно дело 18 лет, плюшевый мишка, да, и в 40, то есть они неуместны. Второй момент, тоже часто у меня спрашивают и в комментариях, и в личку пишут, что подарить жене на день рождения, 8 марта, 14 февраля, Новый год. Много поводов можно найти. Что подарить, нужно спрашивать не у психолога, не читайте в интернете, а спросить у самого человека, что бы он хотел получить на день рождения, на Новый год. Но человек говорит, ай, как-то неудобно, я же хочу сделать сюрприз. Вот сюрпризы уместны, и они адекватны, когда отношения только зарождаются на вот конфетно-букетный период. Но если вы вместе уже там полгода, год, а может быть и 10 лет, то вот какие-то моменты, связанные с подарком, они согласуются. Следующий аспект. Мы должны понимать, для чего мы это дарим. Когда человек что-то дарит, то есть он же тратится, мы хотим получить какой-то откат, да, что-то вот взамен. Внимание, секс, вместе сошлись, помирились. Спасибо в конце концов. Но с другой стороны, если вот человек не хочет брать, ему не надо ничего, и ему как бы навязывают то, что ему не надо, и за это ему нужно что-то заплатить. В таких ситуациях многие женщины не берут подарки и отказываются. Если ваша любимая девушка, жена, избранница как-то вот не хочет принимать подарок, тогда не нужно ей дарить. Тем самым она выстраивает границы. Когда ваши отношения наладятся, то она сама попросит и скажет, что она хочет. И знаете, вот взрослые люди, они могут спокойно обсуждать нормальные жизненные вопросы. Спросить, что бы ты хотела получить в подарок на день рождения или на Новый год. Когда мы начинаем париться по этому поводу, что вот это же сюрприз, ай, как-то неудобно спрашивать, спрашиваем почему-то у психолога, то это, скорее всего, связано с тем, что между людьми такое напряжение, вот они как-то сильно-сильно заморочились по поводу естественных вещей. Подарок может быть от души, когда мы просто так кому-то дарим. Вот мы подарили только, чтобы человеку было приятно. Как-то по Евроньюз показывали историю про папу, и он для своих детей оставлял под подушками сюрпризы, маленький шоколад от Санта-Клауса. Казалось бы, что здесь особенного? Но тем не менее эту историю показали по Евроньюз. А показали ее потому, что это пример, когда мы можем подарить, позаботиться и остаться анонимным. То есть подарить человеку вот подарок просто так. Между детьми и родителями это понятно. Между мужчиной и женщиной другие отношения. Мы не можем просто так подарить iPhone соседке. То есть если мужчина что-то дарит, угощает, оплачивает ужин, он на что-то рассчитывает. Когда женщина не принимает подарок, ужин, ей ничего не надо, ее даже подвезти не надо, она сама платит такси, дорогу. Это говорит о том, что она выстраивает границы, и для нее важно быть самостоятельной. Если ваша жена или девушка как-то не готовы принимать подарки, то
тогда не нужно этого делать. Если вы видите, что она ждет от вас что-то, тогда подарите. И что подарить, это нужно спросить у самого человека. Если нам сложно напрямую спросить, это говорит о том, что вот между партнерами, мужчиной и женщиной какое-то напряжение, и сейчас не до подарка. Подарок нужно дарить в состоянии расслабленности, от души, тогда и дарится легко, отдается, и другой принимает тоже с радостью и благодарностью. Но если вот какой-то вот настороженность, вот скажите, что ей лучше подарить? Я всегда говорю, тогда ничего не нужно дарить, потому что человек дарит в состоянии напряжения, когда нет ресурса, и он что-то ожидает. А женщина, она не готова брать, или она не хочет быть благодарной. Многие берут и даже спасибо не скажут. Мужчина расстраивается. Вот в этой ситуации нужно быть готовым к тому, что если я хочу что-то подарить, другой может взять, но при этом он даже спасибо не скажет. Я даже не говорю о том, чтобы помириться, наладить отношения, какой-то секс был. Человек может просто взять и до свидания. Такое тоже может быть. Итак, подводим итог. Первое. Дарить подарки можно и нужно, это укрепляет наши отношения. Но если у нас хорошие отношения. Второе. Что подарить? Самый лучший совет – спросите у самого человека, что он хочет. Если неудобно спросить, значит в паре какое-то напряжение и сейчас не до подарка. Вы можете уточнить интересующие вопросы по поводу подарков, да или нет, что подарить в комментариях.